Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю торт «Женский каприз». В свое время он был просто невероятно популярным. Я помню, его часто готовила на праздники моя мама наряду с медовиком и Наполеоном. Торт получается необычайно вкусный. Фактически это сметанник с более богатым вкусом, так как каждый корж имеет свое дополнение. Это невероятно вкусно. Рекомендую его приготовить и попробовать. Уверена, такой торт украсит любой праздничный стол. Перед подачей к столу рекомендую торт достать заранее из холодильника примерно минут за 30. Тогда коржи получатся еще более нежные и мягкие. Тесто для всех коржей готовится фактически из одних и тех же ингредиентов. Добавляем только различные добавки. В миску отправляю яйцо, всыпаю сахар и щепотку соли. Хорошо взбиваю миксером примерно 3-4 минуты до растворения сахара. Добавляю чайную ложку экстракта ванили, можно также использовать и ванильный сахар. И добавляю сметану. Я использую жирную сметану 25%. Можно использовать и менее жирную сметану. Перемешиваю. И вливаю немного растительного масла без запаха. Можно его также заменить и растопленным сливочным маслом. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Перемешиваю. Подбираю все со стенок миски, чтобы не было ни промеса. Долго здесь ничего вымешивать не надо, просто перемешиваем до однородности. В итоге получается вот такое не густое тесто. И это тесто я буду использовать для всех 3 коржей, только буду добавлять различные добавки. Сейчас в это тесто я добавлю мак. Мак я просто промыла и просушила. Я его не замачивала. Перемешиваю. Вообще для этого рецепта можно даже тесто замесить сразу на все 3 коржа и потом их делить. Но мне, например, удобнее готовить тесто для каждого коржа отдельно. Выпекать коржи я буду в форме размер 30 на 20 сантиметров. Выстелила ее пергаментной бумагой. Я ее ничем не смазываю, у меня бумага хорошего качества. Если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги, смажьте ее слегка растительным маслом без запаха. Выливаю тесто в форму. Разравниваю. И сейчас форму с тестом я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Корж с маком испекся. Он получился очень такой красивый, слегка подрумянился. Обязательно проверяем его готовность зубочисткой или деревянной шпажкой. Корж запекался у меня ровно 20 минут. Не пересушивайте коржи в духовке, чтобы они оставались нежными. Достаю его из формы. Перекладываю на решетку и оставляю остывать. Я подготовила точно такое же тесто для 2 коржа. И в него я буду добавлять изюм. Изюм я просто промыла и обсушила, не замачивала, потому что он у меня такой достаточно мягкий. Если у вас изюм такой не совсем мягкий, можно его ненадолго замочить. Добавляю изюм в тесто и перемешиваю. Вообще добавки в этом тортике могут быть любые. Если, допустим, вы не любите изюм, вы можете вместо него добавить курагу или другие сухофрукты, например, клюкву. В общем, все, что вам нравится. Переливаю тесто в форму и разравниваю. И точно так же отправляю его выпекаться при температуре 180 градусов на 20-25 минут. Первый корж остыл, я снимаю с него пергаментную бумагу. Корж с изюмом также уже готов. Достаю его из формы. На самом деле готовится все очень быстро. Пока у меня печется один корж, я готовлю тесто для следующего. Получается такой конвейер. 3-й корж у меня будет шоколадный. Буду готовить его с какао и с орехами. У меня здесь грецкие и миндальные орехи пополам. Предварительно я их уже обсушила на сухой сковороде. И сейчас просто нарежу средними кусочками. Можно использовать какие-либо одни орехи, либо грецкие, либо миндальные. Все по вашему вкусу. Вот такие кусочки орехов у меня получились. Не слишком мелкие, не слишком крупные. И чтобы консистенция теста у коржей получилась одинаковая, я какао смешиваю с небольшим количеством молока. Масса еще получилась густая, поэтому я добавлю еще молоко. Должна получиться шоколадная масса по консистенции, похожая на тесто. Тесто для 3-го коржа у меня также уже готово. Теперь я добавляю в него
вот эту шоколадную смесь, перемешиваю. И всыпаю в шоколадное тесто орехи. Перемешиваю. Отправляю тесто в форму. Разравниваю. И точно так же отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Шоколадный корж также уже готов. Достаю его из формы. Все очень быстро и просто. Оставляю все коржи остывать. Коржи в этом рецепте получаются достаточно влажными, но я все равно сделаю пропитку для них, потому что я люблю очень влажные тортики. И для приготовления пропитки мне понадобится: в обычную холодную кипяченую воду я добавляю сгущенку и чайную ложку экстракта ванили. Хорошо все перемешиваю. Для приготовления крема мне понадобится: для рецепта я использую жирную сметану, 30%. Если у вас сметана не такая плотная, не такая густая, вы можете ее немного отвесить, чтобы стекла лишняя жидкость. В сметану добавляю сахарную пудру. Сахарную пудру можно корректировать по вкусу. И добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Хорошо все перемешиваю миксером. У меня на канале уже есть очень много рецептов кремов, и также есть еще сметанный густой крем с лимонным соком. Если вам интересно, я оставлю ссылку под видео в описании. Буквально за 1 минуту крем готов. Собираю торт. Выложила первый корж на тарелку. Подкладываю снизу кусочки пергаментной бумаги, чтобы потом меньше было убирать. Первый корж у меня маковый. Пропитываю его сверху пропиткой. Сверху выкладываю примерно 1/3 часть крема. Разравниваю. Сверху выкладываю шоколадный корж. Немного прижимаю. Пропитываю его пропиткой. Вообще, если вы хотите, чтобы корж очень хорошо и сильно пропитался, можно еще у коржей срезать верхнюю корочку. Тогда они будут лучше пропитываться. Но я это не делаю. Мне так вполне пропитки хватает. Сверху выкладываю 1/3 часть крема. Разравниваю. Выкладываю 1/3 корж дном вверх. Пропитываю корж пропиткой. Выкладываю оставшийся крем и промазываю верх и бока торта. Слишком сильно бока я не выравниваю, потому что я их все равно буду обрезать. Я их просто промазываю для того, чтобы торт хорошо пропитался. Для декора я также буду использовать орехи. У меня здесь опять-таки миндаль и грецкий орех. Порублю их достаточно крупными кусками. Конечно, торт вы можете декорировать по своему вкусу. Я буду делать просто обсыпку из черного шоколада. Шоколад буду резать при помощи овощечистки. Он, получается, закручивается вот такими красивыми спиральками. И также сверху раскладываю рубленые орехи. Сейчас я убираю кусочки пергаментной бумаги и отправлю торт в холодильник для пропитки и стабилизации крема. Для этого понадобится примерно 8 часов. Поэтому такой торт лучше всего готовить вечером. Торт у меня уже полностью готов. Он всю ночь стоял в холодильнике, великолепно пропитался. И сейчас я у торта срезаю бока. Торт получается большой, очень красивый и, конечно, вкусный. И до обрезки коржей его вес примерно 2 килограмма 700 граммов. Так что этого тортика вполне хватит для большой дружной компании. В этом торте очень вкусные, нежные, влажные коржи, каждый со своим вкусом, и сметанный крем. Обязательно его приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!